Привет, друзья! Тренировать нужно не только тело, но и мозг. Вы всегда можете это сделать с помощью наших тестов. Вновь предлагаем ответить на несколько вопросов из разных сфер и областей. В какой стране находится город с самым длинным названием? Лишь у одного города в мире название, содержащее 168 букв или 20 слов, именно по этой причине его отметили в книге рекордов Гиннесса. Все мы знаем короткое название столицы Таиланда – Бангкок. Оригинальное название столицы звучит так: Крундхеп Маханаха Намон Ратанакосин Махинтарают Хэ Махадлок Пхоп Напаратра Читани Бурира Мудамрачани Махасатан Намон Пима Навата Сати Сакатхатия Вицану Компрасит. Сами жители страны обычно называют свою столицу сокращенно Крунгтхеп, а полное наименование заучивают в школе. Как советские люди прозвали первую модель автомобиля «Запорожец»? Данный автомобиль в народе прозвали «Горбатый», связано это с его необычными на тот момент формами. Задняя часть автомобиля напоминала горб, отсюда и пошло это название. Кому мы обязаны возникновением фразы «провалиться в тартарары»? Слово «тартарары» образовано от греческого слова «тартар» в древнегреческой мифологии. Это подземное царство мертвых, представлявшее собой темную бездну, в которую после смерти попадали грешники. Являющееся отголоском древнегреческого мифа выражение «провалиться в тартарары» и теперь иногда употребляют в разговорном языке как шуточно-бранное пожелание убраться подальше, исчезнуть. Как звали египетского бога знаний и мудрости? Тот, древнеегипетский бог мудрости, знаний, луны, покровитель библиотек, ученых, чиновников, государственного и мирового порядка. Является одним из самых ранних египетских богов, он изображался, как правило, в виде человека с головой ибиса, в руках он держал посох Ианх. Какой танец на придворных балах XIX века исполняли первым? Балы в XIX веке были излюбленным развлечением публики, любой бал начинался с приглашения. После приезда гостей, которых обязан был встречать хозяин, бал открывался торжественным полонезом, танцем-шествием, в котором должны были принять участие все приглашенные, даже если потом они весь вечер и всю ночь просиживали за карточными столами. Что такое депеша? Депеша, первоначально так называлось письмо, посылаемое с курьером в экстренном случае, особенно письмо дипломатическое. С изобретением электрического телеграфа всякое сообщение, передаваемое путем электричества, хотя бы и между частными лицами, получило название депеша. Что за птица обладает способностью имитировать различные природные и искусственные звуки? Лерохвосты обладают превосходной способностью имитировать звуки. В брачный период самец подражает целому ряду звуков птиц, дабы исполнить особую песню, чтобы привлечь самку. Эта сложная песня может содержать до 20 различных звуков птиц, а также звуки из окружающей среды, такие как автомобильный сигнал, электронные игрушки, скрип двери или звук бензопилы. Что изобрел Альфред Нобель? С 1859 года Альфред Нобель заинтересовался технологией изготовления взрывчатых веществ, в то время самым сильным из них был нитроглицерин, однако его использование было крайне опасным. Нобель после многих экспериментов изобрел состав взрывчатки. Это смесь нитроглицерина с инертной субстанцией, снижавшая опасность его применения. В 1867 году свой новый материал Нобель запатентовал под названием динамит. В каком месяце года Земля ближе всего находится к Солнцу?
Самая близкая к Солнцу точка орбиты любой планеты называется перигелием, самая удаленная – афелием. Для Земли расстояние в перигеле составляет 147 миллионов 117 тысяч километров, в афеле – 152 миллиона 83 тысячи километров. В настоящую эпоху наша планета проходит через перигелий со 2 по 5 января, а через афелий со 2 по 5 июля. Между прочим, многие удивляются, узнав, что ближе всего к светилу Земля бывает в январе, а дальше всего от него – в июле. В какой части света больше всего государств? Примерно 27% стран мира расположены всего на одном континенте – Африке. По состоянию на 2022 год в Африке насчитывается 54 признанных ООН страны на площади 30,3 миллиона километров квадратных. Крупнейшими странами Африки по площади являются Алжир, Демократическая Республика Конго и Судан. Что такое дилижанс? Дилижанс – транспортное средство для междугородной перевозки пассажиров с багажом, а также вид междугородного общественного транспорта. Дилижансы появились в Англии в 17 веке. Дилижанс предлагал более быстрые междугородние путешествия за счет постоянной смены уставших лошадей. Значение дилижансов начало падать после появления железных дорог и речных пассажирских пароходов. Как называется подъемный механизм колодца? Распространенное подъемное устройство в колодцах – это ворот, представляет собой цилиндр с ручкой, закрепленный на колодце. Вращая его, наматывают цепь, чтобы поднять ведро с водой. Для приготовления какого из этих соусов необходим маринованный огурец? Соус тартар – классический холодный соус французской кухни, признанный во всем мире. Он готовится на основе майонеза с маринованными огурцами, зеленью и некоторыми другими ингредиентами. Что такое рапсодия? Рапсодия – инструментальное или вокальное произведение, написанное в свободном, импровизационном стиле. Для рапсодии характерно чередование разнохарактерных эпизодов на народно-песенном материале. Оно словно воссоздает исполнение древнегреческого певца Рапсода. Я надеюсь, вам понравился этот выпуск, и вы узнали что-то новое. Подписывайтесь на канал. Будем развиваться вместе.